Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам про свою мебель для гостиной. Эта мебель полностью сделана моими руками. В этом видео я не буду показывать процесс сборки мебели. Думаю, что если вы планируете собирать мебель своими руками, то вам уже доводилось собирать заводскую мебель. Принципиальной разницы тут нет никакой. Но кроме того, что у заводской мебели уже есть все отверстия, а здесь их нужно сверлить самому. А так мебель собирается на все те же конфирматы эксцентриковые стяжки. Единственный нюанс. Мебель полностью подвесная. И вот такой S-образной формы вы не можете мебель собрать просто на полу, а затем навесить на стены. То есть отдельно собирается сначала верхняя часть, затем собирается нижняя часть. Эти части навешиваются на стену и затем соединяются с помощью вертикальных деталей. Ну а затем навешиваются фасады. В принципе, по сборке тут больше рассказывать нечего. Фасады открываются от нажатия. Как вы видите, у данной мебели я не стал делать задник, потому что задник бы и утяжелил мне конструкцию, и усложнил бы сборку. Вместо задника здесь вот такая планка шириной 7 см. То есть эта планка, во-первых, позволяет поддерживать геометрию, во-вторых, там внутри находятся эксцентриковые стяжки, которые не дают дну провисать, когда мебель заполнена вещами. В качестве подъемников для верхних фасадов я выбрал механизмы Hefele Free Flap. Эти механизмы очень удобны, намного удобнее газлифтов. Они позволяют фасад открывать на определенный угол, а газлифт открывает его до самого верха. И если у вас небольшой рост, вам потом будет сложно до него дотянуться. Эти подъемники довольно бюджетны. Комплект на один фасад мне обошелся порядка 2200 рублей. Каталожные номера подъемников и комплектующих к ним я оставлю в описании под видео. Также при такой установке не требуется присадка под петли на фасады. Ну и такие подъемники еще обеспечивают плавное закрытие фасада. Есть еще один момент. Эти подъемники продаются вот так, в разложенном состоянии. И до установки их нельзя пытаться сложить вручную. То есть они сначала устанавливаются, потом навешивается фасад, и уже только после этого они впервые закрываются. Для крепления мебели к стене я использовал вот такую монтажную планку и регулируемые подвесы. На всю мебель у меня ушло 2 планки, каждая длиной 2 метра, и 8 таких подвесов. По поводу крепления монтажной планки к стене. Дело в том, что это не совсем стена. Это перегородка из газобетона толщиной 10 см. И у меня были большие опасения по поводу того, сможет ли газобетон выдержать подвесную мебель. И я приобрел вот такие нейлоновые анкеры. То есть сначала в газобетоне сверлится отверстие диаметром 14 мм, затем с помощью шестигранника такой дюбель вкручивается в стену, нарезая резьбу прямо в газобетоне. После чего монтажная планка крепится с помощью вот такого сантехнического болта 10 на 70. Держит намертво. Вот эта мебель висит уже больше полугода. А ссылку на этот дюбель я оставлю в описании к видео. В нижней части у меня располагается серверная. Все информационные провода сначала приходят сюда, такие как оптиковолокно, витая пара, ТВ-кабель, и отсюда уже расходятся по остальным телевизорам. Здесь у меня располагается 6 розеток и вывод кабель-канала, через который проходят провода от саундбара и телевизора. Здесь располагается также Wi-Fi роутер. Для нижних фасадов я использовал механизмы Hefele Duo Standard. Эти механизмы могут работать как на подъем, так и на опускание фасада. Здесь есть отверстие под шестигранник для регулировки механизма. На сами механизмы и на фурнитуру к ним я оставлю ссылку в описании. Небольшой лайфхак. Дело в том, что помимо телевизора у нас есть ТВ-приставка. И эта ТВ-приставка управляется с помощью инфракрасного пульта. И если бы я эту приставку убрал внутрь мебели, то я бы не смог ее управлять. Если бы я ее положил где-то снаружи, то есть я бы видел кучу проводов, которые от этой приставки идут.
И поэтому мы с супругой придумали такую штуку. В нижней части мебели мы сделали небольшую полочку, и на нее уже положили приставку. У нас гостиная достаточно узкая, поэтому эту полочку можно увидеть только если вот прям совсем на пол лечь. Тем не менее, если взять пульт и направить в нижнюю часть мебели, то он прекрасно переключает канал и управляет приставкой. Я так думаю, что сигнал просто отражается от пола. По поводу мебельных фасадов есть один нюанс. Вот эти акриловые фасады я заказывал на мебельной фабрике. И вот когда вы сделали проект мебели, когда вы посчитали все размеры, я рекомендую вам сначала приобрести фасады. Все дело в том, что производитель оставляет за собой право небольшой погрешности в размерах. То есть у меня все 5 фасадов должны были быть одного размера 1050 на 400 мм. По факту же я получил фасады размером 1048 на 399 мм. То есть они оказались на 2 мм короче и на миллиметр уже. Вроде бы ничего страшного, всего какие-то пара миллиметров. Но если посмотреть зазор вот здесь и зазор вот здесь, то здесь зазор на миллиметр больше. То есть как бы я ни регулировал вот этот верхний фасад, у меня вот здесь всегда зазор на миллиметр больше. В глаза это, конечно, не бросается, но я это вижу и мне это не очень нравится. Ну и, пожалуй, самый главный вопрос, на кой все это надо? Ну то есть по деньгам. Вот эти акриловые фасады мне обошлись в 13 тысяч рублей. Здесь чуть больше 2 квадратов. На всю мебель ушел один лист ЛДСП размером 2,7 на 2 метра. Он стоил 5500 рублей. Его распил и наложение ПВХ кромки – это еще 2500. Вся фурнитура, то есть подъемники, петли и так далее, обошлись в 9000 рублей. И еще 1000 рублей – это стеклянные полки внутри мебели. То есть себестоимость всей мебели у меня вышла 31 тысяча рублей. Если бы я эту мебель заказывал, то есть мебель с такими фасадами и такой фурнитурой обошлась бы мне минимум вдвое дороже. Делал я мебель 4 дня. То есть по сути я за 4 дня заработал 30 тысяч рублей. Я считаю, что это довольно неплохой результат, поэтому если вы хотите сделать мебель своими руками, то делайте, в этом есть смысл. Всем пока!